Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для топа. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 10 петель на 4 ряда. Для примера я набрала 27 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема, которые в свою очередь нам заменяют столбик с накидом. Пропускаем эти 4 петли от той петли, которую держали. В следующую петлю мы провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало первого ряда. 1 воздушная. Пропускаем 2 петли внизу, 1, 2, заходим в третью и провязываем столбик с накидом. 1. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, 1, 2, 3, заходим в четвертую и вывязываем элемент столбик с накидом. 1 воздушная и сюда же в эту же точку столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем элемент 2 столбика с накидом с одной вершиной. 1 столбик не довязали, оставили на крючке, пропустили 1 петлю, зашли в следующую и провязали еще 1 столбик с накидом, оставили на крючке. На крючке у нас 3 петли, провязали все 1 петлей. 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем элемент столбик с накидом, 1 воздушная и сюда же столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и провязываем 2 столбика с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. 1 столбик мы провязали и 2. Мы с вами связали фундаментальный ряд. В схеме он не считается. Начало первого ряда, 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, потому что мы только что провязали 3 воздушные петли. Заходим во второй и провязываем столбик с накидом. Это и есть начало второго ряда. Теперь нам нужно провязать пико. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, и соединительной петлей провязываем пико. Далее мы заходим в арочку по ходу вязания и не довязываем столбик с накидом. 1. Заходим в следующую арочку и не довязываем столбик с накидом. На крючке у нас 3 петли, провязали все 1 петлей. Вывязываем пико. Таким образом. Далее мы заходим в элемент галочка, провязываем в арочку между 2 столбиками, провязываем столбик с накидом, 1, пико,
провязали, сюда же столбик с накидом, пико, провязали, столбик с накидом, пико, провязали, вяжем 4-й столбик в элемент. Мы с вами связали элемент, 4 столбика с накидом и 3 пико между ними. Пико провязываем, заходим в арочку, не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке, пропускаем элемент по ходу вязания и провязываем еще один столбик с накидом, оставляем на крючке. На крючке 3 петли, провязали все одной петлей, вывязываем пико, провязали, заходим в элемент, в следующий, в арочку, и провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли и вывязываем пико. В эту же арочку мы провязываем еще один столбик с накидом, пико, третий столбик с накидом, пико, и последний в эту арочку столбик с накидом, провязали, вяжем пико, заходим в арочку по ходу вязания и провязываем столбик с накидом и оставляем на крючке. Заходим в арочку после столбика и провязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. На крючке 3 петли, провязали все одной петлей, вывязываем пико, в конце ряда у нас есть отдельно стоящий столбик с накидом, мы провязываем столбик с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. И в первую петлю подъема мы провязываем еще один столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда, 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. Это и есть начало третьего ряда. 3 воздушные петли, первое пико пропускаем, второе пико пропускаем и работаем только с 3 пико, которые у нас находятся в элементе. Мы заходим в первое пико и привязываемся столбиком без накида. У нас получается в арочке 2 пико. Набираем 6 воздушных петель, 1 пико пропускаем, заходим в следующее и привязываемся столбиком без накида. Провязали, 4 воздушные петли, в начале 3, здесь 4, пропускаем 2 пико, заходим в первое пико в элементе и привязываемся столбиком без накида. 6 воздушных петель, пропускаем 1 пико, заходим во второе и привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли, пропускаем 2 пико, находим столбик с накидом,
провязываем в него столбик с накидом 1 и в первую петлю подъема провязываем еще один столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. Заходим в арочку по ходу вязания и привязываемся столбиком без накида. Заходим в большую арочку и провязываем 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Заходим в следующую арочку по ходу вязания и привязываем этот элемент к арочке. Заходим в следующую арочку и провязываем 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Заходим в арочку по ходу вязания и привязываем этот элемент столбиком без накида. 2 воздушные петли. По ходу вязания у нас есть столбик с накидом и 3 воздушные петли подъема. Мы заходим в первый столбик, провязываем столбик с накидом, и в первую петлю подъема мы провязываем второй столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй, провязываем столбик с накидом. Это и есть начало четвертого ряда. 1 воздушная. Заходим в элемент. Теперь мы будем работать с элементами из 11 столбиков с накидом. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй, провязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, заходим во второй и вывязываем элемент столбик с накидом, 1 воздушная и сюда же столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные петли. Чтобы не считать вот эти вот 3 столбика, мы заходим в последние 2. В предпоследний столбик мы не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. Переходим к следующему элементу во второй столбик и не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. На крючке 3 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика, заходим в четвертый и вывязываем элемент столбик с накидом, 1 воздушная и сюда же столбик с накидом. Провязали. Мы уже это делали вот здесь. Набираем 3 воздушные петли, заходим в предпоследний столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. В конце ряда находим 2 столбика, 1 столбик с накидом и
3 воздушные петли, которые нам заменяют столбик с накидом. Провязываем столбик с накидом, столбик предыдущего ряда, а второй столбик провязываем в первую петлю подъема. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда, такого же как и 1-го, 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй, провязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало 5-го ряда. 5-й ряд такой же, как и 1-й, с пико. Мы провязали столбик с накидом и теперь провязываем пико. И вяжем до конца точно так же, как 1-й ряд. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модельку, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!